Помните, я рассказывала, как одна модница середины XIX века плыла на пароходе из Филадельфии в Сан-Франциско со своими блумерсами в багаже. И когда она наконец приплыла, она обнаружила, что мода добралась до Калифорнии раньше нее, и в магазинах вовсю продают такие же реформированные платья с шароварами. Это случилось потому, что она добиралась целых полгода. В те времена, чтобы доехать с восточного до западного побережья США, вам требовалось как минимум 5 месяцев. Морской путь пролегал вокруг обоих Америк, через экватор до самого юга с пингвинами, вокруг мыса Горн и потом назад через экватор в северное полушарие. За это время можно было 10 раз сплавать в Европу и назад. Попытки найти короткий северный маршрут вокруг северного побережья Канады ни к чему не привели. Это называлось поиском северо-западного прохода, и по этому поводу у меня запланирована отдельная лекция. Так вот, поперек материка по суше ехать нужно было примерно столько же, только в гораздо менее комфортабельных условиях. Почта и газеты, кстати, доставлялись лихими конными курьерами по эстафете, поэтому мода и смогла опередить нашу героиню. При этом значение американского Запада росло на глазах. Золотая лихорадка превратила Калифорнию из никому не нужной полупустыни в важный экономический центр, а Сан-Франциско из рыбацкой деревни – в международный порт. Деловые люди, не желавшие терять полгода на путешествие туда, пытались срезать, а именно добраться кораблем до самого узкого места материка, где одна Америка присоединяется к другой, пересечь это место по суше, сесть на другой корабль на той стороне и сэкономить время на плавании вокруг Южной Америки. Это место называется Панамским перешейком, и на карте он выглядит чертовски соблазнительно. Наименьшая ширина его всего каких-то 48 километров. Казалось бы, куда проще пересечь его по суше, чем огибать еще один континент. К сожалению, это как раз классический пример того, как было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а также горы, реки, джунгли, тропические дожди, сели, болота и малярийных комаров размером с баллонку. Панамский перешеек – это одно из самых негостеприимных мест на планете. Полгода в году там идут непрерывные дожди, превращающие речки в ревущие потоки, смывающие с гор грязь и камни. Когда дожди прекращаются, все это превращается в заросшее джунглями непроходимое болото, населенное змеями, крокодилами, экстра ядовитыми пауками и желтой лихорадкой. Абсолютно гиблое место. Постройка коротенькой железной дороги через перешеек превратилась в совершенно несмешной кошмар, стоивший жизни 12 тысячам рабочих. После чего эта дорога все равно месяцами простаивала, потому что периодически ее затапливали дожди. Неудивительно, что многие люди, там побывавшие, начиная еще с испанских конкистадоров, высказывали идею перестать пытаться строить там дороги и прорыть через Панамский перешеек судоходный канал, раз уж там столько воды. Но только в XIX веке идея канала через Панамский перешеек превратилась из горячечного бреда в реализуемый инженерный проект. То есть как реализуемый, смотря кем. В начале века испанско американская колония Новая Гранада объявила себя независимой, и в 1819 году образовалась довольно большая новая страна – Великая Колумбия, в которую входили то, что мы теперь называем Колумбией, а также Венесуэла, Эквадор и Панама. Эта Колумбия была, конечно, великой, но не настолько, чтобы заниматься глобальными стройками. Первой державой, всерьез взявшейся за канал, была Франция.
Франция тогда была настоящей колониальной империей с колониями по всему миру, куда надо было плавать через полземного шара. И в 1869 году Франция успешно укоротила дорогу из Европы на восток, построив Суэцкий канал. Она им очень гордилась. Теперь не нужно было рулить вокруг всей Африки, чтобы попасть, к примеру, в Индокитай. И французы подумали, почему бы нам не построить еще один канал между Америками? Поставим там будку, начнем взимать плату за проезд. Заодно докажем, что мы круче всех. Колумбия была абсолютно не против того, чтобы стать главной транзитной точкой трансокеанской торговли. И 20 марта 1878 года французская компания La Société Internationale du Canal Interoceanique получила от правительства Колумбии эксклюзивную 15-летнюю концессию на строительство канала через Панамский перешеек. За привилегию компания заплатила Колумбии 10 миллионов франков. Проект возглавил тот же самый человек, который за 10 лет до этого с успехом провернул операцию по постройке Суэцкого канала – Фердинанд де Лесепс. Его энтузиазм и блестящая репутация убедили сограждан и зарубежных инвесторов вложить в этот проект почти 400 миллионов долларов. Оставалось начать копать. Вообще-то сам месье Леспес не был инженером. Он был профессиональным дипломатом и начальником. Кроме того, он ни разу до этого момента не бывал в Центральной Америке. И он серьезно недооценивал трудности проекта, за который взялся на 73-м году жизни. Суэцкий канал, который он построил, в Северной Африке он, кстати, именно что жил и довольно долго, мало отличался от того, что ваши дети строят на пляже, когда роют канавки от кромки воды до какой-нибудь лужи или вокруг замков из песка. Это называется канал на уровне моря. Вода из моря входит в ваш канал и уравнивается по уровню моря. И Суэцкий канал представлял собой такую канаву в песке, только очень большую. Прокопать его не было серьезной инженерной трудностью. Панамский перешеек, с другой стороны, очень сильно отличался от пляжа. Во-первых, это горный хребет. Не очень высокий, но все же самый низкий перевал находится на высоте 110 метров над уровнем моря. И копать придется не песок, а весьма нестабильные скалы, прорезанные реками. В период дождей эти реки очень сильно разбухают и становятся бурными потоками. Если предположить, что они будут вливаться в ваш канал, поскольку перепрыгнуть они его не могут, то это создаст большие проблемы для проходящих судов. Интересно, кстати, куда будет течь этот канал? Ведь упомянутый хребет к тому же является водоразделом бассейнов двух океанов, и реки с него текут в обе стороны. И эти вопросы в какой-то момент возникли, но Лесепса они ничуть не смутили. Ну и что там горы? Подвезем побольше динамита, пробьем и горы. Реки отведем. Мы самая технически талантливая нация в мире. Мы Эйфелеву башню построили. Подумаешь, прокопать какие-то 50 километров через джунгли. Тьфу и растереть. Для рекламы своего начинания Лесепс организовал Международный конгресс по разработке проекта Панамского канала. К его изумлению, из 42 инженеров, участвовавших в конгрессе, только 19 одобрили его лихие планы. Единственный участник, имевший реальный опыт строительства каналов и дорог в тропических локациях, Адольф Гаден де Лапине его звали, решительно заявил, что план Лесепса обречен на провал. И он предложил альтернативную идею. Вместо того, чтобы срывать горы, построить канал со шлюзами,
поднимающими и опускающими корабли, сначала вверх, а потом вниз. То есть корабли переваливали бы через хребет. Гаден де Лапине предложил не отводить реки, а запрудить их и создать большое искусственное озеро в горах, доступ к которому осуществлялся бы через систему шлюзов с двух сторон, от Тихого и от Атлантического океанов. И корабли, забравшись на перевал, проходили бы по этому озеру большую часть пути, а потом снова через шлюзы спускались бы вниз на другой стороне. Но Лесепс решил, что де Лапине все усложняет. Строить огромные шлюзы, поднимать корабли на 100 метров над уровнем моря, затапливать пол Панамы. Зачем, когда есть динамит? Шлюзы – это же сложное оборудование, его потом надо будет поддерживать, чинить, деньги тратить. Канаву прокопать куда легче. Канава никогда не ломается. Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. И проект Гадена де Лапине был зарезан. Если бы он был принят, Панамский канал вполне мог бы быть построен французами, а не американцами, и на 40 лет раньше. Строительство началось 1 января 1881 года. Лесепс был так уверен в своем начинании, что пообещал построить Панамский канал за 6 лет, при том, что Суэцкий строили 10. На деле его попытка продолжалась 8 лет. Он более чем в 2 раза превысил бюджет, закончил только около трети от запланированного, и в целом это была настоящая катастрофа. Панамский перешеек оказался штаб-квартирой всех тропических болезней, известных людям. Малярия и желтая лихорадка косили персонал, не разбирая расу и религию. Во время так называемой «зимы» шел непрерывный дождь, вызывавший оползни за несколько секунд, погребавшие под собой результаты работ за месяц. Привезенные машины ломались, не выдерживая местных грунтов и растительности. А люди получали тепловой удар практически непосредственно после выгрузки с кораблей. Число погибших на стройке с 1881 по 1889 год оценивается более чем в 22 тысячи человек, из которых около 5 тысяч были гражданами Франции, остальные местными и карибскими рабочими. К 1885 году многим стало ясно, что канал на уровне моря невозможен. Но Лесепс продолжал держаться за свою идею как одержимый. И план шлюзового канала не был принят до конца 1987 года, когда, кстати, к проекту подключится Эйфель, разрабатывавший эти шлюзы. Но он успеет фактически только на судебное разбирательство. В мае 1889 года компания Лесепса объявила о банкротстве. Разразился колоссальный скандал. Около 800 тысяч французов потеряли свои вложения. За 8 лет работ было потрачено около 234,8 миллионов долларов, причем значительная часть этой суммы была прикарманена финансистами и политиками. И конца постройки канала в ближайшем будущем не предвиделось. 510 членов французского парламента, в том числе 6 министров, были обвинены в получении взяток от компании. Несколько человек, включая Лесепса и его сына, а также Гюстава Эйфеля, пошли под суд. Стройка века была заморожена. 7 декабря 1894 года Фердинанд де Лесепс умер. Его компания начала поиск покупателя, но никто в здравом уме и трезвой памяти не хотел прикасаться к этому проекту и трехаршинными вилами. И тут неожиданно интерес выказали Соединенные Штаты. До этого момента Штаты носились с идеей прокопать альтернативный канал через Никарагуа. Там было шире, но не было такой высокой горной гряды, и уже имелось удобное озеро, которое можно было использовать как часть пути между океанами. А главное,
никарагуанское правительство относилось к американцам гораздо теплее колумбийского и предлагало лучшие цены. И был бы у нас канал не панамский, а никарагуанский, если бы не усилия одного невероятно энергичного француза. Его звали Филипп Жан Бонавария, и он владел большой долей в обанкротившейся французской панамской компании. Он мог вернуть свои инвестиции только в том случае, если Панамский канал будет достроен в Панаме. Будучи человеком совершенно невероятного размаха, Вария начал, с одной стороны, лоббировать американских законодателей, чтобы те поддержали панамский проект, а не никарагуанский. Он даже ненавязчиво подсовывал им никарагуанские марки с изображением вулканов, намекая, что там вулканы и строить опасно. А с другой стороны, он подбивал панамцев отделиться от Колумбии. Он самолично разработал конституцию и флаг еще не существующей страны Панамы и пообещал лично платить зарплату всему правительству, если оно образуется. К этому моменту от Великой Колумбии уже успели отделиться Венесуэла и Эквадор, то есть идея откола была не нова. И 3 ноября 1903 года Панама объявила свою независимость от Колумбии. Та хотела было возмутиться, но США деликатно вклинили свой военно-морской флот между колумбийскими силами и панамскими сепаратистами. Это называется дипломатия канонерок. Если бы США отвели свои военные корабли, колумбийская армия, вероятно, вошла бы в Панаму и оставила бы от нового правительства мокрое место. Поэтому новорожденная Панама почувствовала острое желание заключить любой договор с США, какой они захотят. И в феврале 1904 года США получают бессрочный контроль над зоной Панамского канала и начинают строительство там, где его оставили французы. Не сразу, но примерно через год после начала проекта американцы поняли, что нельзя просто приехать в Панаму и начать копать. Французы это уже попробовали, и у них не вышло. Как говорится, безумие – это повторять те же действия, ожидая другой результат. В 1905 году главным инженером стройки становится Джон Фрэнк Стивенс. «Рытье, — говорил он, — это самое незначительное дело». Он знал, что на стройке такого масштаба менеджмент ресурсов, людских и технических, решает все. Стивенс приказал остановить, собственно, строительные работы по каналу и начал заниматься подготовкой и логистикой. Он приступил к строительству складов, цехов, причалов, спроектировал несколько совершенно новых машин для транспортировки отвалов породы, модернизировал железную дорогу, построил поселки для рабочих, проложил канализацию. Изначально в зоне канала единственным развлечением были салуны. В результате алкоголизм стал большой проблемой. Те, кто не спивались, через месяц сбегали от такой жизни домой. Стивенс распорядился построить клубы с бильярдом, актовыми и читальными залами, боулингом, гимнастическим оборудованием, кафе-мороженое, автоматами с газировкой и библиотеки. Каждые 2 недели по субботам устраивали танцы. Но никакие танцы и библиотеки не решили бы проблему кадров, если бы люди на стройке не перестали мирить как мухи от эпидемий. Этот вопрос решил другой выдающийся человек с прекрасными усами. Уильям Горгас, армейский врач и специалист по тропическим болезням, был назначен начальником санитарной службы зоны канала. И, прибыв в Панаму, он развернул настоящую войну с комарами. В те годы роль комаров в распространении малярии и желтой лихорадки была еще очень мало изучена. Горгас не сам придумал, что комары разносят болезни, но он был одним из первых, кто в это поверил.
Большая часть его начальства считала комариную теорию слегка безумной. Однако при поддержке Стивенса Горгас смог воплотить свои идеи в жизнь. Комары откладывают яйца на поверхности стоячей воды, а когда личинки вылупляются, они живут чуть ниже поверхности, дыша через сифон в хвосте. Вот таким образом. Лапочки. Горгас отправлял рабочих разбрызгивать нефть на все открытые источники стоячей воды в Панаме, от озер до луж, от болот до бочек во дворах. Создавая на поверхности воды нефтяную пленку, он лишал личинки комаров возможности дышать, и они умирали. Нет комаров, некому разносить заразу от больных к здоровым. В рамках этого проекта было использовано около 700 тысяч галлонов нефти. И если на вашем экологическом сознании волосы встали дыбом, спешу сообщить, что Горгас также начал фумигацию зданий окуриванием серой. Сера, сгорая, превращается в двуокись серы, которая реагирует с водяным паром в воздухе и превращается в сернистую кислоту и, соответственно, убивает все живое. Да, дышать этим чрезвычайно вредно, но комары умирали первыми. И в результате его усилий после 1906 года в зоне Панамского канала не было ни одного комара и ни одного случая желтой лихорадки. Без санитарно-эпидемиологических работ Горгаса строительство канала было бы невозможно. Доктор Рональд Росс, получивший Нобелевскую премию за открытие микроорганизма, вызывающего малярию, скажет впоследствии: Панамский канал был вырыт микроскопом. Между тем, президент Рузвельт отправил группу инженеров в Панаму, чтобы сопоставить два проекта канала с точки зрения затрат и времени. И вы не поверите, американские инженеры проголосовали 8 против 5 за строительство канала на уровне моря, то есть за завершение французского проекта. Стивенса там чуть удар не хватил. Он вскакивает на ближайший корабль и лично отправляется в Вашингтон, где он добивается аудиенции у Рузвельта и так энергично объясняет ему, почему мы не должны наступать на те же французские грабли, что президент решает проигнорировать решение комиссии. Было приказано строить шлюзовой канал. Рузвельт, очень обеспокоенный потенциальным стратегическим значением канала, также решил, что весь проект должен быть под управлением армейских инженеров. Для Стивенса это была последняя капля, он не хочет иметь дело с армией и подает в отставку. И в феврале 1907 года майор Джордж Вашингтон Готтлс принимает у него дела. Готтлс был военным инженером с железными нервами и, насколько мне известно, без души и сердца. Для начала он в корне придушил попытки бастовать и требовать повышения зарплат. И под его началом американцы, наконец, осуществили тот проект, который предлагал еще 30 лет назад Гаден де Лапине. Четыре плотины стратегически перекрыли русло реки Чагрес, и вода заполнила долину, создав озеро Гатун. На тот момент это было самое большое водохранилище в мире. По нему суда будут проходить 33 километра, большую часть транзита через Панамский перешеек, на высоте примерно 26 метров над уровнем моря. Чтобы поднять корабли на такую высоту, были построены 6 огромных шлюзов, 6 ступеней, 3 вверх и 3 вниз. Это было одним из величайших инженерных сооружений, когда-либо предпринятых на тот момент. Не то чтобы до этого не строили шлюзы на реках, но никогда еще не возводили шлюзы такого размера. Корабль входил в первую камеру, за ним закрывались ворота, и по огромным водопроводным трубам вода под действием силы тяжести переливалась из второй камеры в первую и уравнивалась, поднимая корабль на ступень. После чего он проходил в следующую камеру, и вторые ворота за ним закрывались, и все повторялось снова. Гигантские бетонные ворота были так идеально сбалансированы, что их открывал мотор мощностью в одну газонокосилку.
Все ворота работали от электричества, поставляемого со специально построенной гидроэлектростанции на реке Чагрес. А чтобы поставить шлюзы на Атлантической стороне, было предпринято колоссальное предприятие по прорезанию водораздела хребта Кулебра. Искусственно созданная долина, разрез Кулебра она называлась, более 12 километров длиной. Она была начата французами, которые успели понизить высоту перевала с 64 до 59 метров. Его нужно было опустить до 12. И да, было использовано очень много динамита. 27 тысяч тонн в общей сложности. 6 тысяч человек бурили ямы, закладывали взрывчатку, управляли паровыми эскаваторами и поездами. Дважды в день вся деятельность замирала на проведение взрывных работ. А после паровые эскаваторы оттаскивали поднятый и разрушенный динамитом грунт, землю и камни, которые грузили на поезда, делавшие 160 рейсов в день по специально построенной железнодорожной ветке. Эта работа заняла 9 лет. И это, если мы будем учитывать только американский проект, не считая 8 лет французского копания. Но в конце концов настал момент, когда горный хребет был пройден, шлюзы были готовы и озеро заполнено водой. 10 октября 1913 года временная дамба, которая изолировала разрез Кулебра от озера Гатун, была снесена взрывом. Причем кнопку нажимал лично президент Вудро Вильсон, находившийся в тот момент в Вашингтоне. Детонация была проведена удаленно посредством телеграфа. 7 января 1914 года Александр Лавале, старый французский плавучий кран, стал первым судном, совершившим полный переход через Панамский канал. Это случилось через 401 год после того, как Панаму впервые пересекли по суше конкистадоры Васко Нуньеса де Бальбоа, заметившего в своих письмах королю Испании, что неплохо было бы провести здесь канал для прохода кораблей. На завершение проекта Соединенные Штаты потратили почти $500 миллионов, что примерно эквивалентно 14,5 миллиардам в наше время. Теперь модница из Филадельфии могла добраться в Калифорнию всего за 25 дней. Корабли, впрочем, стали несколько быстрее. Когда канал открылся, все были в восторге, весь мир, не только США. Ну, может, кроме Чили, у которых так упал транзит через порты на самом юге материка, что хоть сворачивай деятельность. Но все остальные страны очень обрадовались, что теперь не нужно плавать до пингвинов. И поскольку науки экологии тогда не было, никто не рвал волосы по поводу того, как стройка уничтожила большое количество лесов, нарушила экосистемы и естественное течение рек. Немножко печалились по поводу человеческих потерь. Даже учитывая, что Штаты значительно улучшили ситуацию по сравнению с французской стройкой, спасибо доктору Горгусу с его нефтью и серой, они все же потеряли больше 5000 человек. И у меня абсолютно нет сейчас времени даже перечислять все политические проблемы, которые встретил или породил Панамский канал. И да, возможно, вы слышали, что у Панамского канала сейчас большие проблемы из-за засухи и обмеления озера Гатун. В этом винят изменение климата. И надо сказать, что то же самое изменение климата, по всей видимости, привело к истончению льда, который в прошлом делал непроходимым северный путь между Атлантическим и Тихим океанами. Тот самый непроходимый северо-западный проход стал проходимым. С 2000 года несколько кораблей успешно прошли этот ранее невозможный маршрут. Дорога между океанами снова укоротилась. Воспринимать это как примету надвигающегося апокалипсиса или как интригующий знак, что все в мире симметрично и взаимосвязано, судить вам. А я на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры, и особенно истории бескультурья,
то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!